Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что сегодня грядет, как это повлияет на рынки и что ждать от движения рубля, доллара, нефти, золота и других ключевых активов. Давайте начнем с календаря событий. Сегодня в Саудовской Аравии Ураза Байрам. Искренне поздравляю саудитов и желаю им добывать поменьше и подороже нефть. Так, ну и сегодня из ключевых событий это, конечно же, базовый индекс потребительских цен по Соединенным Штатам, который покажет, чего стоит соотношение евро к доллару. И далее в 17:30 запасы сырой нефти. Здесь по нефти возможен достаточно сильный движняк, поскольку идет сейчас очень активная борьба между вроде как проклевывающимся экономическим ростом, который душится так называемой инфляцией издержек, ковидом и новой кибернетической атакой на американский нефтепровод, который уже создал дефицит бензина в Соединенных Штатах и, соответственно, будет дополнительно стимулировать спрос и цены на нефть. Так, друзья, меня критикуют, что я перестал рассматривать позиции Форексом МВБ. Давайте мы сейчас как раз, чтобы не упустить, с этого начнем. Так, ну вот фьючерс на индекс РТС, здесь ставка на ожидание коррекционного отката. Юрлица режут лонги. Но, правда, тоже ставка такая неуверенная, и в большей степени она может привести к тому, что будет просто консолидация. Так, далее Сбербанк. Ну, смотрите, по Сбербанку интересная ситуация, дивидендный гэп. Опять же, по дивидендному гэпу я писал свое мнение в телеграм-канале. Вот здесь вот эта статья, маленькая такая, коротенькая. Но смотрите, на самом деле я не понимаю, почему столько внимания дивидендным гэпам. Да, бывают случаи, как вот как-то раз, например, было у Сургута, когда дивидендный гэп, он действительно привел к сильнейшему движению, к просадке. Вот. Но это происходит в том случае, когда уже в компании накопились какие-то негативные моменты, и, соответственно, это действительно приведет к затяжному обвалу. У Сбербанка сейчас такой проблемы нету. Кроме общего раздутия рынков, у Сбербанка проблем нету. И поэтому, как влияют дивиденды на график? Да они никак не влияют. График просто смещается на некую константу, равную размеру дивидендов. И все, просто часть графика, она остается навсегда с вами. И, соответственно, все уровни, все, что до этого было, оно все точно так же работает, как и работало до дивидендной отсечки. Поэтому вопрос относительно того, как влияют дивиденды и почему там на графике не отображаешь там дивиденды и так далее, да, что их отображать? Ну, переходит к следующей поддержке. И, соответственно, от этой поддержки уже будет отталкиваться, либо ее пробивать и идти дальше вниз. Тут в большинстве случаев подавляющим дивиденды, это просто константа, и все, которая она на происходящее на рынке не оказывает существенного воздействия. Так, ну и вот по Сбербанку прямо такое положение дел, что как будто хотят побыстрее этот дивидендный гэп закрыть. Ну, на самом деле, действительно, то есть все, кто заходит на рынок, они начинают со Сбербанка, потому что де-факто это прокси сейчас на страну. Ранее был Газпром, сейчас Сбербанк. Так, вот по ВТБ здесь все-таки юрики делают ставку на то, что ВТБ пока расти не будет. Ну и действительно, если есть позитив в более сильных игроках, как правило, в такие моменты ВТБ отходит на второй план. Но опять же, текущая ситуация, она не указывает на то, что по ВТБ рост сломан. Да, откат достаточно ощутимый произошел, но пока вот эта взрывная волна роста, которая пошла, она до конца не перебита. Так, далее Газпром. По Газпрому ставка на коррекционный откат. Но его действительно достаточно хорошо разогнали, но ключевые цели он пока не сделал. Норникель, здесь тоже ставка на коррекционный откат, и причем даже более сильная. Так, друзья, далее доллар-рубль, сишечка. Ну, здесь, в общем-то, скорее всего ожидается консолидация, то есть движение в боковике. Несмотря на то, что лонги срезали, общее изменение, оно очень невелико. Евро-рубль, здесь тоже ставка на консолидацию. Сегодня еще должно быть размещение ОФЗ, и это дополнительный фактор в пользу рубля. Евро-доллар, здесь тоже ставка на боковик, но на самом деле, когда данные по американской инфляции выйдут, все может кардинально поменяться.
Так, нефть. Здесь, я думаю, тоже боковик. Несмотря на то, что срезали шорты, то есть делают ставку на рост. Но я думаю, все-таки, даже если рост сейчас произойдет, когда будут объявлять данные, здесь надо будет посмотреть, какая будет ситуация непосредственно перед этим моментом. Потому что, да, исходя из американской ситуации, вполне как бы очевидно, что запасы должны упасть, потому что их просто потребляют из-за перебоев в нефтепроводе. Но это слишком очевидное решение. Очень часто очевидные решения разворачивают в другую сторону. Поэтому здесь, да, с точки зрения как бы логики и прямого движения, по факту выхода запасов, наверное, запасы будут меньше, и, соответственно, цена на нефть начнет расти, либо если она сейчас все-таки будет проседать, она начнет расти. А если она сейчас продолжит рост, то она продолжит расти. Но это решение слишком очевидное. Но действительно на текущий момент по нефти напрашивается все-таки консолидационное движение. Сейчас мы на графике посмотрим. Так, серебро, здесь ставка на рост серебра. Золото. По золоту ставка на то, что золото будет откатываться. Так, друзья, ну вот переходя к новостной повестке на момент, Озон включен в состав индекса MSCI Russia, и это Озону может придать дополнительные силы. Озон мы сейчас посмотрим. Так, ну вот в тренды входит тема, связанная с кибератаками. Все рассказывают о кибератаках и о том, как на них кибернападают. Ну вот сейчас такое время очень интересное, и поэтому много всяких забавных тем всплывает. Например, вот планируют принять закон, по которому можно не платить по кредиту. Это сейчас планируется как контрмера, которая вводится для борьбы с кредитными мошенниками. Но на самом деле, если вот подобную тему разрабатывать, это придет к тому, что процесс кредитования так или иначе встанет. И здесь нужно просто оттачивать меры борьбы с мошенниками. И, соответственно, то, что связано с подобными ходами, оно, скорее всего, приведет к охлаждению кредитования. Но это моя точка зрения. Так, друзья, ну вот переходя к Соединенным Штатам, там происходит с бензином сущий ад. Там они наконец-то узнали, что такое очереди. В дальнейшем может быть узнают, что и такое талоны на бензин, как было в России в позднем Советском Союзе. Так, ну и текущая ситуация, она чем чревата? Дело в том, что в Китае идет два процесса. Один процесс, который связан с тем, что в Китае есть масса проблем с кредитованием, о чем я неоднократно обращал ваше внимание. С другой стороны, в Китае вроде как идет необычайно сильный экономический рост. И этот экономический рост, он, собственно, стимулирует спрос на сталь, на железную руду. И поэтому на текущий момент все это приводит к тому, что в Китае, получается, процессы идут параллельно. С одной стороны, процесс рост цен на сырье, потому что Китай развивается, делает больше товаров, больше строит. Вот, вопрос только, куда потом эта стройка пойдет и какой спрос будет на то, что они сейчас еще более активно начинают строить. Плюс они производят на фоне восстанавливающегося мирового спроса больше товаров, которые экспортируют. Но проблемы с кредитованием никуда не делись. И, соответственно, Китай, это, я думаю, одна из очень болезненных точек, которая может лопнуть. Но это, скорее всего, будет в октябре текущего года. Дело в том, что осень вообще такой период очень непростой. И у китайских компаний, помимо, ну скажем так, того, что это непростой промежуток времени во всем мире, китайские компании часто испытывают сложности с погашением облигаций именно в осенний период. Так, друзья, ну и касательно инфляции, которая набирает обороты, здесь примечателен следующий момент. Ее разложили на составляющие, как она будет вызывать проблемы. То есть сейчас идет инфляция, которая связана с ростом цен на сырье. И дальше постепенно эта инфляция, она будет приводить к тому, что будет возникать дефицит на высококвалифицированные рабочие, инженерные и управляющие кадры. То есть это вызовет дополнительное расслоение, потому что будут требоваться оперативные решения, нестандартные ходы. Ситуация в мире очень непростая, и она становится еще более непростой.
Так, друзья, ну вот переходя к графикам, давайте начнем с Китая, дневной таймфрейм. Ну смотрите, по Китаю ситуация стабилизировалась. Вчера успешно отскочили от нижней границы, хотя пятерочку-то он пробил вчера, пятерочку пробил, но дальнейшее движение развития не получило. И поэтому на текущий момент ситуация с Китаем пока что стабилизировалась. Если на днях не будет захода с пробитием 4900, то вот он в этой консолидации останется болтаться, и ничего страшного происходить, по крайней мере, пока не будет. Но с каждым днем все больше и больше вероятность того, что будет тестирование вот этого уровня 4900. Если этот уровень пойдет, то, конечно, печалька, Китай тогда сыпанется. Однако, пока это не произошло, я думаю, ничего страшного, ну, по крайней мере, до осени, я думаю, не произойдет. Так, ну вот Япония, она начала проседать. Она начала проседать. На текущий момент, конечно, вот эта инфляция, так называемая, издержек, она, наверное, на Японию оказывает один из сильнейших негативных факторов воздействия. Потому что эта страна, она завозит буквально все сырье, практически все. Так, друзья, далее американский индекс S&P, это SFD на фьючерс. Ну, сегодня день пока что не задался. Вот, и идет повторная попытка тестирования вот этого значения 4100. На самом деле здесь уровень 4080. Вот если этот уровень будет пробит, вот он здесь проходит, то тогда вся эта конструкция, она начнет, я думаю, рассыпаться очень быстро и очень стремительно. Вот с пробитием 4080 весьма вероятно сразу разовьется молниеносное движение в район 3980-3850. Вот сюда вот сразу. Если переходить на 4-часовой таймфрейм, пока ничего страшного не произошло, ключевые уровни на текущий момент пока что устояли. Так, далее индекс доллара. Индекс доллара сегодня пытается отскочить, но в этом движении пока ничего страшного нет. Вот этот диапазон 96-97, если он не взят, пусть он здесь отскакивает сколько угодно. Вот если здесь диапазон этот пойдет, тогда разовьется более сильное движение, я предполагаю. Сегодня данные по инфляции в Соединенных Штатах. Если инфляция будет хорошая, то, я думаю, ему особо разгуляться здесь не дадут. Так, ну вот VIX вчера неприятно удивил, пошел он расти, как будто действительно sell in May and go away. Но здесь есть один момент, который заключается в том, что он все-таки закрылся ниже 22. Он закрылся ниже 22, это дает шанс на то, что он отсюда откатится и вернется вот сюда, вот в этот консолидационный диапазон. Если же сегодня он сразу на открытии идет расти и пробивает 24, то это будет не очень хороший знак, который весьма с высокой степенью вероятности может подтвердить правило «продавай в мае и беги куда-нибудь подальше». Вот. Но пока вот это движение не развилось, не пробился следующий уровень 24, я думаю, есть ощутимый шанс, что он либо откатится, либо какое-то время здесь поторгуется. Но есть и другой момент. Он слишком долго находился на вот этих значениях, где идет набор позиций. И после такого движения, при отсутствии, скажем так, реального чуда в экономике и полного исцеления от ковида всей планеты, ну, как-то вот что-то мне не приходит на ум, что вот это движение должно сейчас развиться куда-то на 13 и 11. В большей степени приходит то, что здесь сжатая пружина, которая распрямляется и улетает наверх. Вопрос только в скорости, как будет это распрямление происходить. Так, друзья, далее золото. Беру дневной таймфрейм. По золоту здесь, ну, все идет в противофазе с движением индекса доллара. Если индекс доллара начинает расти, золото начинает прессовать, что мы сейчас и видим. Но 1821 пока не пробили, это хорошо. Так, вот переходя на часовик, здесь вообще все отлично. По золоту разворот, и сейчас цель движения находится на 1839. Соответственно, эта цель движения не будет взята, если сейчас будет повторный откат и добитие 1824-1821. Если такового не происходит, мы, я думаю, до обеда, ну или до 15:30 сходим вот сюда, вот в этот диапазон.
Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти очень интересный сейчас момент возникает. В целом, те данные, которые сейчас макроэкономические, ситуация в Соединенных Штатах, она указывает на то, что по нефти вот это движение наверх, оно себя пока не исчерпало. Вот. И если ситуация с майскими распродажами не ухудшит вот это движение, то вполне возможно, что мы уже в июне и даже до начала июня пробьем вот это значение и уйдем на 75. Так, переходя на часовой таймфрейм, здесь попытка по нефти развернуться, отскочить и сходить в район 70. На самом деле, я думаю, все-таки более вероятен боковик до выхода данных. Боковик в диапазоне 68,9, 67,9 в пределах $1 за баррель. Ну и здесь на текущий момент все-таки, я думаю, более важно, чтобы не пробили нижнюю границу 67,9, 67,7, вот этот диапазончик здесь. Потому что если его пробьют, то следующий шаг это тестирование на прочность 67. Если его не пробьют, все отлично. Вот это все движение, оно будет накапливать силы и стремиться сходить в район 70, ну 69,7, 70 вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас пробито основание, но если в ближайшее время будет затягивание и возврат выше 1,2130, ну, в ближайшие часы, то отсюда пойдет движение, цель которого будет 1,2168. Если здесь все-таки возникает еще одна волна движения вниз и пробой 21.10 уже, то, соответственно, следующая цель движения сегодня до обеда весьма вероятно будет 1,2064. Вот. Поэтому в ближайшее время ситуация определится. Если пробой здесь не возникает, то мы до обеда уже отскакиваем, идем на 21.64. Если здесь возникает пробой, следующая цель движения находится где-то здесь. Так, друзья, далее рубль-доллар. Мы перешли вот в этот консолидационный диапазон по дневному таймфрейму 74,1, 75,3. И, соответственно, сегодня наиболее вероятно будет движение по направлению 74,7. Если, конечно, не произойдет значительный рост нефти. Если нефть уходит к 70, то здесь у нас заготовочка есть. Это тестирование на прочность 73,85. Так, ну и переходя на часовик, вот у нас здесь сформировалось движение, и скорее всего сейчас в ближайший час-два будет тестирование 74.45 и в случае пробития движение на 74.86. Соответственно, вот этот рост доллара, он не произойдет, если сейчас будет откат и пробой уровня 74.05-74. Если такое движение формируется, мы сегодня уже к обеду пойдем тестировать вот это значение 73,7, 73,6. Так, друзья, ну и фьючерс на индекс РТС, там ставочка на просадку. Просадка у нас в принципе и пошла. Смотрите, вот здесь у нас есть вот этот уровень 153, точнее даже 152 600. Если этот уровень не пробивается, все вот эти движения будут выкупаться и будут его стремиться гонять пока вот в этом диапазоне 153-155. 152 600, как возникает пробой, сразу его откатит, и цель движения будет уже в районе, скорее всего, 150 тысяч. Если здесь пробоя не будет, прекрасно будем болтаться вот в этом боковике сегодня весь день. Так, друзья, ну и далее Сбербанк, отлично он вот этот удар сдержал, и уже, как бы, судя по всему, в ближайшее время, если не ухудшится общемировая ситуация, не возникнут какие-то адские санкции, то уже, наверное, до конца месяца его загонят на 320. Так, ну и часовой таймфрейм. Смотрите, здесь у нас ситуация заключается в том, что мы сейчас находимся вот в этом боковике 309, 305. Соответственно, пробой 309 уведет наверх на 320. Пробой 305, скорее всего, сразу на 300, 296. Я думаю, более вероятно, его какое-то время в этом боковике поддержат, в частности сегодня. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание.